Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами мы уделим внимание и дадим определенные рекомендации, советы на 28 июня. Для того, чтобы знать, что вас ожидает в этот день, как пробыть этот день и какие сегодня слова произносить для того, чтобы оградить себя от всевозможных неприятностей и проблем. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кому эта информация действительно будет полезна и важна. Итак, именно сегодня, 28 июня, помните, это день для подсказок и озарений. Но не стоит надеяться, что Луна возьмет сегодня все под свой контроль, и мы должны с вами проявить самостоятельность и разобраться в себе и в сложностях обязательно окружающего мира. Вы знаете, именно 28 июня служат для нас своего рода уроками. События, которые происходят в этот день, они подобны зеркалу и дают нам возможность оценить свою жизнь и, что немаловажно, осознать, что предстоит изменить именно в ней. Поэтому сегодня люди склонны говорить правду именно в глаза. Если вас критикуют, высказывают недовольство вами, знаете, это для вас звоночек, чтобы задуматься. И наоборот, если же вам говорят добрые слова, то, скорее всего, это лесть. Если есть у вас возможность, то 28 июня в понедельник устройте себе выходной. Вообще, этот день сам по себе, он скорее пассивный, чем активный. Конечно же, это не значит, что вообще нельзя работать или заниматься своими делами. Просто сегодня, знаете, важнее созерцать происходящее вокруг себя. Сегодня следует остановиться, подумать и уже только после этого действовать. Как мы уже говорили, сегодняшний день, 28 июня, обладает больше пассивной энергетикой и считается сам по себе противоречивым днем. Поэтому сегодня надо стараться активно работать, но только над собой, чтобы не попасть под чужое влияние, чтобы не потерять себя. Сегодня, знаете, мы как в зеркале, отражается постоянно наша сущность. Поэтому сегодня мы должны все анализировать, потому что сегодня именно каждый из нас имеет как бы свое зеркало, в котором он видит окружающий мир. А в зеркале мы видим наши действия, наши поступки, наши эмоции. Поэтому в этот день, 28 июня, пожалуйста, соблюдайте во всем умеренность. Не проявляйте гордыню, тщеславие, не осуждайте и не желайте зла. Что бы с вами ни произошло в этот день, хорошее или плохое, надо принять во внимание ту или иную ситуацию, информацию и обязательно сделать выводы. Знаете, как работа над ошибками, потому что этот урок именно сегодня предназначен именно вам. И именно вы оказались в той ситуации или получили ту информацию. Это подсказки могут быть природы, в каком вам направлении надо двигаться и работать над собой. Наблюдайте и замечайте любые намеки Вселенной. Обратите внимание, не искажает ли ваше зеркало реальность, не кривое ли оно. Символом 28 июня является еще и обезьяна. Поэтому именно сегодня надо опасаться тех людей, которые особенно подвержены влиянию этого знака, потому что они переворачивают, они искажают смысл ваших слов, навязывают вам свое мнение, передразнивают других. И они искаженно, к сожалению, воспринимают мир и склонны к притворству. С ними опасно иметь деловые контакты и даже просто общаться. Поэтому недаром именно 28 июня в лунном календаре носит название «Зеркало». Все происходящее с нами в этот день является, еще раз повторяем, отражением нашей сущности и наших внутренних убеждений. Все, что о вас сегодня скажут плохого, правда. Все, что произойдет неприятное, заслуженно, это вам урок на будущее. И только вы сами можете изменить свое будущее, сделав
анализ и проработав те или иные ошибки. Поэтому, пожалуйста, 28 июня не злитесь, не обижайтесь, не ругайтесь, а наоборот будьте мудры. Задумайтесь, что вам нужно подкорректировать в себе, чтобы ситуация изменилась в желательном для вас направлении. И обращаем ваше внимание, что именно сегодня с вами может что-то случиться как хорошее, и, например, вас могут похвалить, то в обязательном порядке радуйтесь этому, потому что именно сегодня, в этот день, это чистая правда. Но энергетика этого дня, с другой стороны, она не очень благоприятна. Почему? Потому что у нас впереди опасные 19-е лунные сутки. И есть риск попасть под чужое влияние и начать кому-то подражать. Поэтому, пожалуйста, будьте сегодня благоразумны и сдержаны. Постарайтесь сохранять трезвость ума и объективно оценивать себя и окружающих людей. Не поддавайтесь иллюзиям, страхам и темным мыслям. Сегодня, 28 июня, не пренебрегайте различными ритуалами для привлечения денег. Например, вы сегодня можете повесить над входной дверью подковку, но помните, что это должно быть рожками вверх, для того, чтобы деньги накапливались в вашем доме, а не убегали. Внутри квартиры или офиса под коврик вы можете положить долларовую купюру. Когда моете сегодня пол, не забудьте проверить, ли на месте монетка под ковриком. И обращаем ваше внимание, что именно 28 июня счастливым числом является цифра 9. Девятка управляет Нептун, а эта планета у нас связывает фантазию и реальность, оставляя место для нашего воображения. Поэтому нас не должны сегодня пугать какие-то мистические свойства числа именно 9. Обращаем ваше внимание, что те, кто занимается магией, то вам эта цифра поможет. А вот людям неискушенным даже эта цифра даст определенные подсказки. И ангелом-хранителем этого дня является Конфель. И в его власти оградить нас от лжи и указать правильную дорогу, подарить верных друзей. Поэтому вы сегодня к ангелу-хранителю Конфель можете обратиться с той или иной просьбой. И для того, друзья, чтобы обезопасить себя от этого дня, вы можете на протяжении всего дня говорить следующую фразу. «Я способен» или «я способна принять и увидеть себя истинного» или «истинную» со всеми своими качествами. Это поможет вам приобрести какие-то новые качества и принять себя такими, какими вы есть. И совет сегодняшнего дня: обязательно следите за подсказками Вселенной. Вот, собственно, друзья, и все рекомендации и советы на 28 июня. Отдыхайте, занимайтесь тем, что вы считаете нужным, и ни о чем не беспокойтесь. Помните, все в ваших руках. Только наши мысли могут изменить нас и нашу жизнь.